Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена диагностике возможных негативных влияний и связи этих влияний с вашим здоровьем. То есть, как вы чувствуете негатив на своем здоровье, откуда он, и не только происхождение, но и что именно это может быть. Помните о том, что это общий расклад, это общая диагностика. И если вам где-то резонирует, то обращайтесь непосредственно на личную диагностику, потому что это диагностика на картах, а если ее делать полностью, то лучше задействовать экстрасенсорные способности или сверхчувствительность человека, который вас диагностирует. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на свое здоровье, на свои ощущения в органах. Карты достаточно такие медицинские, поэтому сразу предупреждаю, кто не любит смотреть на внутренние органы, тогда лучше переключите, да. Будет 3 диагностики, 3 отдельных диагностики. То есть мы делаем почакровые диагностики. То есть 3 по 7 карт. Вы можете выбирать интуитивно по номеру. Вот номер первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 будет по 7 карт. 7 чакр, да. Номер второй. И номер 3. Давайте эту верхнюю, эту последнюю нижнюю и из серединки. Я сейчас все-таки дам знаки зодиака. Если вам тяжело по номерам ориентироваться, то знаки зодиака смотрите. Но знаки зодиака я дам в конце. То есть я открою, для каких знаков зодиака это актуально. Вы пока интуитивно выберите по номеру, а если у вас еще по знаку зодиака это совпадет, тогда это, как говорится, повышенный резонанс, да. Давайте, так, я их вот сбоку положу. Так. И так. Итак, знаки я открою, когда уже, проговорю все, да. Итак, уверен, что вы выбрали. Ориентиры для знаков зодиака откроются попозже. И вот 3 варианта. Эту карту вы не сильно видите, но я ее открою потом в конце покажу. Итак, Первая карта – перинатальный период, беременность. То есть, возможно, расклад номер 1 актуален особенно для тех, кому важен вопрос беременности, да. Или, беременность еще можно рассматривать как работу с фем-каналом. Так, если есть зависимости, например, вещества какие-то, да, алкоголь, табакокурение – это тоже наркотик. Алкоголь, табак – это наркотик. И другие, может быть, вещества. Проблемы с кожей, смотрите, высыпание, экземы, псориазы, раздражение, и все, что на коже, да. Может быть, прыщи какие-то, угри. Генетические заболевания. Я эту карту, она мне когда выпадает, она больше о родовых программах. Да, то есть, и особенно вот если родовые программы, если у вас не везет в отношениях на сердечной чакре или сердце болит, например, да. Дальше уши, обратите внимание, именно слух, среднее ухо, больше это о слухе, да, уши, то есть если что-то, шумы какие-то, может быть голоса, да, или кажется постоянно что-то, или хуже слух. Или наоборот, очень острый слух. Смотрите, паращитовидные железы – это гормоны, но здесь она выпадает в аспекте аджны.
Я бы вообще рекомендовал проверить щитовидку. Ну и последняя карта, ее плохо видно, я ее покажу, желудок. То есть, если у вас есть проблемы по-мужски, по-женски, с зачатием, оплодотворением, зависимостями, с веществами, с кожей, возможно, не везет в любви, в отношениях. Ну и опять-таки генетические какие-то наследственные заболевания. Ну, например, у родителей был плохой слух, или у бабушки, дедушки был плохой слух, например, да, или с кожей проблемы, аллергии какие-то, да. Аллергии могут быть. Щитовидка, гормоны, гормональный фон и желудок под желудком. Что это может быть? И если здесь магия, да, то есть мы ищем магию пока, да, магические влияния, и может быть это и не магия, а вообще что-то другое, да. И, ну, рекомендации, что делать, не делать, да, на что обратить внимание. Ну, смотрите, здесь выпадает аркан злобы. Может кто-то на вас злиться. Ну, магия ли это? Ну, если это магия, это еще не факт, что это магия, то это, ну, как бы, как месть, как агрессия. И она в прошлом, эта карта в прошлом лежит. Дальше, еще раз, ссора, злоба. У вас, по идее, должен быть с кем-то конфликт. Может быть, да. Агрессивный кто-то. Тупик. Могут закрывать вам дороги. Может ли здесь быть магия? Ну, пока прямых карт нету, но карты, которые говорят о косвенных проявлениях магии. Закрытие дорог и рассорки могут быть здесь. Ну и негативные родовые программы по этой карте. Негативные родовые программы по этой карте и по этой карте подтверждаются. Почему? Потому что в книге уже что-то было, что-то есть и что-то будет. И, соответственно, негативные родовые программы, которые ведут и к рассоркам, и к закрытым дорогам. Но может ли это быть просто отдельно закрытые дороги и рассорки? Да. В отдельности от родовых программ есть они или нет, не имеет значения, да. Жадность, ну, она здесь больше о злобе, ссоре. То есть какой-то человек что-то хочет забрать себе. Или не хочет видеть, слышать вас, как минимум. Или не хочет знать о вас. Жадность, то есть это может быть как мотив проявления. Напрямую ни одной магической карты нет. Ну и вот она, прямая карта ведьмы. Ведьма у вас выпадает именно на карту Аджна или ясновидение. Скорее всего, вы этого человека очень хорошо знаете, эту женщину. То есть, скорее всего, у вас конфликт с ведьмой или с женщиной, с человеком, которая, ну, как бы вы на нее обозлены, злоба, да, и она на вас, соответственно. Здесь жадность вы что-то не поделили, скорее всего. Соответственно, у вас могут быть и родовые, и закрытые дороги, и рассорки. Трудности в отношениях могут быть, и отдельно негативные родовые программы. Тут уже смотрите, потому что, допустим, можете ли вы притянуть к себе по жизни ведьму, с которой будут рассорки и закрытые дороги по негативной родовой программе матери, например, да, вполне можете. Ну и если, смотрите, особенно у вас страдают гормоны, щитовидка, ну это отсюда все идет. Ну и последняя карта. Дом, желудок. На желудке дом. Желудок обычно с агрессией связан, и с печенью, да, печень с агрессией и желудок с агрессией. Ну, то есть за агрессию отвечает желудок. Здесь дом как очаг и дом как мужчина, ну, вообще король червовый, да. Ну, может быть, здесь еще присутствует мужчина, связан с этим, ну, а может и не присутствует. Есть ли здесь магия? Скорее всего, да. И как она проявляется? Негативные родовые программы и конфликт с женщиной из-за мужчины. Ну, как правило, у женщины из-за мужчин, да. Может быть, из-за имущества. Может, потому что дом тут есть имущество. И
может ли это быть негативная родовая программа по линии матери, особенно если мать занималась колдовством или бабушка занималась колдовством, ну, в общем, колдуны. Да, тоже может быть, отсюда идут и ссоры, рассорки, и закрытые дороги. Рекомендую здесь сперва провериться индивидуально, а потом уже принимать какие-то решения, нужно ли делать что-то, и если что-то и делать, то что и в какой последовательности. Ну, как минимум, я бы в этой ситуации рекомендовал бы начать с чистки и наблюдать. Ну, то есть вот таким путем пойти. Следующее идем. А для кого же это актуально? Может, чуть не забыл. То есть, если вы привязывались к знакам зодиака, первый знак это Скорпион, актуален может быть. Второй знак Дева, третий знак Близнецы и четвертый знак Козероги. То есть Скорпионы, Девы, Близнецы и Козероги, если вы привязывались, ну, смотрите особенно по проявлениям в органах, да, и по ситуации. Расклад номер 2. Значит, смотрите, здесь опорно-двигательный аппарат. Ну, давайте так, все, суставы, таз, тазобедренные, руки, ноги, ну, все, что держит. Дальше носоглотка, если страдает, гаймориты, простуды, может быть, какие-то непроходимости путей, аллергические ситуации, сопли постоянно текут, да. Дальше волосы, обратите внимание, ломкие, выпадают, может быть, волосы подбрасывают, запахи какие-то, может быть, у вас чувствуете. Вот. Ну, вообще ломкость волос, плохо растут волосы. Кровеносная система может страдать. Еще раз повторяю, что это просто вам, ну, как бы ориентиры, где проблемы. Кровеносная система, подагра, пальцы, ног, рук. Суставы, опять-таки, они связаны. Позвоночник. Ну и селезенка. Или внутренние органы живота. Да? Живота и таза. Еще раз, опорно-двигательный аппарат, носоглотка, волосы. Особенно если волосы находите на пороге или ваши сыпятся. Кровеносная система, подагра, позвоночник, селезенка. Давайте смотреть, что это может быть. Ну и селезенка, если даже у вас удалена селезенка вдруг, да, то она тоже может быть здесь причастна, потому что селезенку часто удаляют как ненужный орган, но или она с проблемой у вас, вы делали, например, УЗИ и видите там что-то не то, да. Позвоночник, понятно, грыжи различного рода, проблемы в опорно-двигательном, болевые ощущения. Ну и по позвоночнику обычно может быть переклады позвоночника. Итак, смотрите, выпадает сердце. Значит, смотрите, ваш опорно-двигательный аппарат напрямую связан с кровеносной системой. Вот он. И связан с сердцем. Вот мы и посмотрим, какая карта здесь лежит. Давайте открывать. Здесь, возможно, дела сердечные. То есть, если вам кто-то и вредит, то, скорее всего, или это наследственная болезнь, да, какая-то, ну, проблема, или не поделили мужчину. И здесь выпадает букет, а букет это дама пиковая. Значит, смотрите, если у вас что-то наследственное, то по линии матери, особенно если мать вдова или осталась вдовой, и, может быть, вы не поделили какого-то мужчину в отношениях с женщиной, может быть, любовный треугольник. Пока что напрямую карты не говорят о том, что на вас что-то есть. Но если у вас есть что-то подобное, то пока задумайтесь. Дальше. Вторая карта. Носоглотка, привязка. Это может быть как на вас, к вам привязались, да, и не могут отцепиться, да. Так, возможно, привязывают к себе вашего партнера, ну, например, мужчину, да. Привязка это прямо вид магии, поэтому смотрите, это может быть как на вас, так и на вашем партнере. А на вас это будет отворот, отвязка, остуда. Соответственно, могут быть проблемы в отношениях, как минимум, и в повторяющихся проблемах в отношениях. Возможны сущности. Видите, сущность выпадает
на печень, но оно как бы в печенках, да, это карта в печени, но здесь волосы. Соответственно, что-то идет через астрал, может быть. Подагра, жаба или царевна. Ну, здесь может быть просто как бы вы теряете через гормоны, да, через гормоны теряете устойчивость во внешнем виде, в статусе, то есть потеря статуса и внешности, да, вот так, устойчивости в гормонах, да, то есть из-за гормонов вы теряете статус и внешность. На позвоночнике переклады, да, то, что я говорил. Здесь марионетка, вы с кем-то связались или подвязались, или наоборот привязались, или вас пытаются отвязать, да, а к себе привязать партнера. Ну, то есть здесь больше про отношения, в которых есть треугольник, и здесь дележка отношений мужчины, скорее всего, или женщины. Бывает, мужчины, кстати, тоже делят женщину. И если у вас двое мужчин, которые делят вас, то это может быть... Вы как бы будете зависеть не от одного человека. И если вы теряете красоту, внешность, ну и мобильность свою, статус можете терять. Ну и селезенка, и тут видите, есть соперник, соперница, есть зависть, и могут быть проблемы не только с кожей, да, но и с внутренними органами, поэтому вообще просто рекомендую УЗИ. Какой здесь есть вид магии? Здесь прямой вид магии, привязка, приворот, отвязка, остуда. Могут быть пробои энергетические с сущностями, могут быть подселенцы, сущности, ну, как бы из-за того, что либо у вас слабое поле, ну, либо вам просто пробивают энергию и направляют на вас эту нечисть, как говорится, да, этих подселенцев сущностей. Мотив, скорее всего, в отношениях что-то идет не так. Если негативная родовая программа может быть по линии матери, особенно если мать была вдовой, весами, близнецами или водолеем. Для каких знаков зодиака актуален этот расклад? Водолей, рыбы, ну, показываешь, весы и раки, рачки. Ну и последний расклад, ну, точнее, последняя диагностика, да. Давайте смотреть. Первое. Обращайте внимание на что угодно, что просто вас беспокоит. Ну, может быть, вводит в ступор, в транс, в панику, панические атаки могут быть. Пустота. Вот внезапно что-то происходит, какие-то... Вот, то есть не пойми что со здоровьем. Вот это уже сигнал. Второе. Ну, смотрите, ну, сейчас как бы психика у многих людей, да, она расшатана в связи с тем, что происходит вокруг. Но, тем не менее, если психические отклонения, есть крайности, истерики, депрессии, там, уныние, апатии, ну, все, что с психикой, да. Может быть, к психологу ходите уже, это хорошо, продолжайте ходить, но, опять-таки, психика, да. Агрессивный, может быть. Таз – это тазобедренный сустав, он же опорно-двигательный в том числе, да, суставы. Обращайте внимание на не только позвоночник, но и на спинной мозг. Ну, тут спинной мозг, тут это очень широкий спектр. Здесь и генетика, и родовые программы опять могут быть, онкология может быть, да, ну как бы, то есть это, если вдруг это есть, то там, где есть спинной мозг, это вообще основа основ, да. Но это не только вот как бы родовые программы, да, это вообще нету стабильности какой-то в жизни. Видите, опорно-двигательный, психика, хаос, корень генетики, да, здесь все в одном, да, идет. Сердце, сердечно-сосудистое, обращайте внимание. Суставы пальцев ног, опора под ногами, почва под ногами, уверенность в себе. Ну и трахея, ну это дышать. Дышать, и вот здесь вот эти две карты, они связаны. Это же Сахасрара, это Муладхара. То есть у вас в
материальном мире хаос из-за того, что циркуляции вам воздух кто-то пережимает. Вас просто вот, ну, как бы, вас, условно говоря, кто-то схватил и душит. Пока что. Ну, если вы сейчас чиститесь, то это вам не надо вообще смотреть, если у вас идут чистки. Неважно, у кого, у меня, у кого-то вы чиститесь, то есть вам это не надо смотреть вообще. Да, давайте смотреть, расклад номер 3. Так, 7-ю карту здесь я показал трахея или дыхательные пути. Дальше. Дальше. Что здесь может быть? Если смотрите все 3 расклада, можно ли смотреть? Да, можно, но уже смотрите по органам и где история совпадает более-менее. Итак, хаос. Но смотрите, здесь власть. Власть может быть по разным причинам. Или на работе, или с мужчиной что-то связано, или если вы мужчина, да, особенно. Но это контроль и форма, то есть вы не можете как бы обрести власть над материальным миром своим. То есть вы не можете контролировать материальный мир, это первое. На психике у вас освобождение. Ну, здесь просто нужно понимать, если у вас привязка к какому-то партнеру интимного характера, не было ли у вас каких-то газлайтинга, буллинга, токсичных отношений с партнером, с интимным партнером. И, возможно, у вас до сих пор в голове есть какой-то травматичный опыт интимной близости. Да? Услышали, о чем я говорю. На тазобедренном у вас время, то есть это хроническое, и это долго уже вас держит, душит, давит. По спинному мозгу, видите, как свечи плачут. Ну, здесь что-то очень болезненное, и идет такое, у меня такой поток, знаете, как будто бы здесь вы много чего потеряли. Потеряли много сил, здоровья, нервов, да, вот так вот. Сил, здоровья, нервов. Утратили, да. На сердце у вас черная вдова. Значит, смотрите, если вы постоянно теряете партнеров, если вы имеете какие-то отношения с женщиной-вдовой, и если не можете найти партнера, то это могут быть проблемы у вас. Ну, скорее всего, по женской линии или от женщины. Это или из-за женщины, особенно вдовы, или родовая программа по линии матери, бабушки, ну или прабабушки. Собака, друг, но здесь о партнерстве больше. Может ли это кто-то из ваших друзей быть? В принципе, да, но тут нужно присматриваться. Если вы знаете, что кто-то из прямо друзей вам портит жизнь, то да. Ну и последняя медведь. Здесь кто-то сильно это делает. Есть ли здесь прямые карты, которые говорят о черной магии? Ну, как бы прям прямых нету, но мне не нравится черная вдова. Черная вдова это как бы символ некий, да. Ну, по разным причинам она может быть черной, да, то ли у нее так проклятие какое-то, то ли она сама такая темная, да. Поэтому здесь, знаете как, я бы сказал так, здесь какая-то темная родовая программа работает. И не обязательно она о вдовстве, но она может быть связана с вдовством, с партнерством, с партнерами. И здесь больше вот такое вот о родовом, слышите, о родовом проклятии, о родовой порче, вот такое вот. А что именно, тоже нужно диагностировать, потому что, ну как бы как психика нуждается в освобождении, это уже давно, это болезненно, да, и может быть это осадок от друга, подруги, да, вот в таком ключе. Но это имеет контроль, по сути, над всей, ну, над всем материальным слоем, над всем слоем вашего материального мира, понимаете? И то есть, ну, тяжело, трудно, да,
вы прикладываете колоссальные силы, это вас очень сильно истощает, сформировать свой мир таким, как он хотелось бы, таким бы, как вам хотелось бы его видеть. Вам это тяжело сделать. Ну, тут тоже диагностику бы рекомендовал, особенно вот черная вдова, если вам бросается и есть какой-то травматичный опыт в интимной сфере. Какие знаки зодиака здесь актуальны? Стрелец, прежде всего. Ну, не прежде всего, а может и прежде. Стрелец, телец, второй знак. Овен и лев. Ну и если у вас вот черная вдова еще пришло сейчас, чему-то догнала, если у вас не один муж или не одна жена, вот такое, да, даже если не обязательно, что они там ушли в тот мир, да, на другой свет отправились. Нет, просто вам не везет в браке, вот это тоже здесь может быть. Мира вам, вашему миру, оставайтесь на связи, держите свою энергетику в тонусе, и если что-то резонирует, мои контакты вы можете найти прямо на экране. Все будет хорошо, увидимся, услышимся, пока.